Здравствуйте, дорогие любители вязания! Наткнулась я в интернете на вот такую модель. Чудесный джемпер с интересным узором. При поиске источника этой красоты я нашла, что это джемпер Баден дизайнера Никола Ривса из журнала Wall Studio Wall. Модель с описанием вязания я выложу в наши группы. Ссылки на наши группы смотрите под каждым нашим роликом, присоединяйтесь к нам. И я начала вязать образец. Узор легкий. Провязав 2 раппорта в высоту, я подумала, а как будет выглядеть узор, если вязать только фрагменты с косами. И связала. Посмотрите. Если честно, то мне вот этот вариант понравился больше. А вам какой больше нравится? В любом случае, хороши оба варианта. И давайте я вам покажу на примере вот этого образца, как вязать этот узор. Здесь у меня 3 раппорта в ширину и 2 раппорта в высоту, как я уже говорила. Но мы с вами свяжем 1 раппорт в ширину и 1 раппорт в высоту. А если вам понравился вот этот узор больше, то вяжите просто фрагменты с косами. Фрагменты с теневыми узорами не вяжите. В журнале указано разное количество петель между узором вот с этими жгутами. От 5 до 10, в зависимости от размера модели. Я вязала 5 петель. Набираем на спице 22 петли вместе с кромочной. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. После кромочной провязываем 5 изнаночных. Как я уже говорила, в журнале указано разное количество петель между косами. И вяжем узор с косами. 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 2 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Я вот просто меняю пары петель местами. Вы можете взять дополнительную спицу, оставить 2 петли на дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 лицевых. И петли с дополнительной спицы мы тоже вяжем лицевыми. Далее будет 6 лицевых. Мы провязали петли раппорта и 5 изнаночных петель. Это петли для симметрии узора. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора петли провязываем по рисунку. По рисунку это значит, мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Такие ряды я в видео пропускаю. Вы вяжете их самостоятельно. В данном узоре у нас все изнаночные ряды будут вязаться 5 лицевых, 10 изнаночных и 5 лицевых. Третий лицевой ряд, 5 изнаночных. И вяжем узор с косами. 2 лицевых, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли оставляем перед работой, провязываем 2 лицевых и петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. Затем навстречу им перекрещиваем 4 петли в правую сторону. 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой, либо вот так меняем петли местами, пары петель. Провязываем 2 лицевых, петли, оставленные за работой, мы тоже вяжем лицевыми. И 5 изнаночных у нас будет в конце ряда. Я забыла вам сказать, что схема для кругового вязания, что в изнаночных рядах мы петли
читаем наоборот. Пустая клеточка – это лицевая петля. На лицевой стороне в изнаночном ряду она вяжется изнаночной петлей. И если вы вяжете по кругу, то петли для симметрии узора набирать не надо. Набираем только петли раппорта. В четвертом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Пятый лицевой ряд. 5 изнаночных. Четыре петли перекрещиваем в левую сторону. 2 петельки оставляем перед работой. Провязываем 2 лицевые. Петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. И еще раз 4 петли перекрещиваем в левую сторону. Точно так же. Неудачно я взяла нитки для образца, они расслаиваются. Вот 2 раза мы перекрестили по 4 лицевых петли в левую сторону и 2 лицевых. Узор со жгутами закончили, 5 изнаночных в конце ряда. В шестом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Седьмой лицевой ряд, 5 изнаночных, шесть лицевых, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли перед работой, провязываем 2 лицевые, петли перед работой вяжем лицевыми, 5 изнаночных в конце ряда. В восьмом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Девятый лицевой ряд, 5 изнаночных, четыре петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли перед работой, вяжем 2 лицевые, петли перед работой вяжем тоже лицевыми и 6 лицевых, 5 изнаночных в конце ряда. В 10-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Мы провязали с вами 10 рядов, это половина раппорта в высоту. Посмотрите, как интересно смотрится жгут из лицевых петель на фоне лицевой глади. Кстати, можно попробовать на фоне изнаночной глади. Я думаю, будет смотреться еще рельефнее. В следующей половине узора мы будем жгут вязать с наклоном в правую сторону, и вместо изнаночной глади у нас будет вязаться узор рис или жемчужный узор. 11 лицевой ряд. Чередуем изнаночная петля, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее 6 лицевых, четыре петли перекрещиваем в правую сторону, первые 2 петли оставляем за работой, провязываем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, мы тоже вяжем лицевыми, и 5 петель узором рис, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. В 12-м изнаночном ряду точно так же петли мы вяжем по рисунку. 13 лицевой ряд, 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петельки оставляем перед работой,
провязываем 2 лицевые, петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. И навстречу им перекрещиваем 4 петли вправо. 2 петли оставляем за работой, провязываем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми. В конце узора со жгутом 2 лицевые. И далее 5 петель узора рис. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. В 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 15 лицевой ряд, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевых, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли за работой, и все 4 петли мы провязываем лицевыми. И снова точно так же 4 петли перекрещиваем в левую сторону. Две петли за работой, 2 лицевых, петли за работой тоже вяжем лицевыми. И далее 5 петель узора рис. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная петля. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 17 лицевой ряд, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая петля. Затем 4 петли перекрещиваем в правую сторону. 2 петли за работой, 2 лицевые, петли за работой тоже вяжем лицевыми. 6 лицевых. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. В 18 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 19 лицевой ряд, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. 6 лицевых, 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 петли оставляем за работой, 2 лицевых, петли за работой провязываем тоже лицевыми. И изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. В 20 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Смотрим, что у нас получилось. Провязали 1 раппорт в ширину, 1 раппорт в высоту. Далее узор повторяется с первого ряда. Еще раз обращу внимание, вот, что как интересно смотрятся косы на лицевой глади. Ну а этот уже рельефный узор говорит сам за себя. Я буду очень рада, если вам понравился этот узор и если вам понравился вот изменение этого узора. Если это так, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я об этом уже говорила в начале. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!